Всем привет! Сегодня я буду смотреть рекомендацию от своего подписчика. Я его тут отмечу. Он порекомендовал посмотреть документальный фильм, такой небольшой, а, "Анабиос: The Long Road". Видео идет 42 минуты, поэтому я решила разделить на 2 части. Сегодня я посмотрю 20 минут, а в следующий раз я посмотрю остальные 20. Так что давайте начинать. Мы всегда хотели снимать клипы в разных странах. Особенно, когда Я теперь понимаю, это получается, до этого я смотрела, альбом, я так понимаю, да, "Анабиос" называется. И, вот небольшой такой краткий фильм, где смешались несколько песен и несколько разных, сюжетов, и показывают закадровые, моменты, как это все снималось, и, конечно же, их мысли. Ну, интересно посмотреть. Давайте. снимать клипы в разных странах. Особенно, когда появляется такая возможность, надо использовать. Когда Ян предложил Мексику, мы даже не стали раздумывать, согласились. Мексика — это особый стиль. Нам давно хотелось отойти от привычного звучания и показать себя с другой стороны. Для нас Мексика стала отражением альбома и началом новой истории. Хорошее решение, я считаю. Ух ты. Так, он точит. Что это такое? Это какой-то национальный музыкальный инструмент? Кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях, что это за музыкальный инструмент. Я его впервые вижу, поэтому буду рада, если мне расскажете. Визуально и по звуку немного он похож на кобыз. Но, скорее всего, это что-то другое, но пока вот такие мысли меня посетили. Wisdom, благо мне подарили на праздник с огромным бантом. Лайф в памяти ладом. Сейчас хорошо суток. Не подходи, тупой ублюдок. Тут хватает разных минуток. О, I like it very much. Когда он говорит: "Не подходи, тупой ублюдок". У. Классно звучит. Мне подарили на праздник с огромным бантом. Лайф в памяти ладом. Сейчас хорошо суток. Не подходи, тупой ублюдок. Тут хватает разных минуток. Тупая рифма 10 суток. Как это классно. Ух ты. Это момент, как создается, да? Это классно. Классно. Вау. Уверенность в море, преданность неделю полши. Открыть глаза зажмурить, теперь ты видишь больше. Не потеряли вектор, не потеряли хватку. Каждый брат ушарит, не из робкого десятка. А у меня на плакатах дома у твоей подруги. Вечер в аккурате, мы танцуем буги-вуги. Но ты на фрилансе, нету цели, только дао. Господин Ганапи разливает до хумпао.
Олдскульная музыка — это то, на чем мы выросли. Это класс. Она формировала нас с самого детства. Когда слышу то звучание, сразу вспоминаю, как перематывал кассеты карандашом, как стоял у прилавка с пластинками и кассетами, выбирал своих исполнителей. Из этого всего и складывался мой вкус. А потом я услышал Нейт Догга. Он звучал как будто отдельно от всех. Спокойно, уверенно, как-то по-своему. И я понял, к чему хочу стремиться, какую музыку хочу делать. Неспроста его называли королем джей-фанка, золотым голосом Калифорнии. Мы вдохновлялись классическим олдскульным звучанием, хотя в альбоме присутствует и современный подход. Но основой все же стал бум-бэп. Бигги, Шон Прайс, местами Supreme NTM — это те самые мастодонты, которые когда-то влюбили нас в хип-хоп. Вот тот же Бруклин — это прямая отсылка к Бигги. Наша дань уважения, наш способ сказать спасибо за вдохновение. Бруклин стал отправной точкой. Это был наш первый эксперимент с классическим бум-бэп-битом. Я нашел сэмпл, начал его как-то обрабатывать, наложил простой олдскульный луп. Мы быстро написали текст и поняли этот звук наш. Практически сразу после Бруклина захотелось сделать что-то в таком же ключе. И так появился бит и текст для «8-й мили». Этот бит можно услышать в титрах клипа «Бруклин». Вы не верили, пока мы вам не дали бомбы. Запомни, они еще исполнят комби. 6-я, 7-я, 8-я миля, путь самурая будет. Но не силы. С Яном мы познакомились в 2018 году. Нашей первой совместной работой стал клип на трек «Брат передал». Люди говорят, брат передал, брат передал, брат передал. Это меня брат передал, брат передал. Это меня брат передал, брат передал. С самого начала между нами возник моментальный коннект. Ян — человек открытый и искренний, с удивительным чувством стиля. Мы сразу поняли, что он близок нам по духу и разделяет наше видение. Работа с Яном — это всегда интересный опыт. Он очень хорошо чувствует время, настроение съемочной группы. Под его руководством все максимально вовлечены в процесс, и каждый болеет за результат. Я должна эту песню послушать, у меня уже мурашки от нее. По нашим совместным работам с Яном можно отследить наш путь от первых смелых экспериментов до более зрелых и выверенных проектов. Каждый новый шаг для нас — это поиск формы, языка и способа рассказать историю так, чтобы она цепляла и оставалась в памяти. Для меня все начинается с музыки Азамата и Сослана. Она настолько сильная, что сразу сама по себе задает ощущение того, каким все должно быть дальше. Я помню момент еще во время работы над Хатори, когда Сос показал трек Wisdom. Трек настолько сильно понравился, что потом очень долго не выходил из головы. И только спустя несколько лет я его услышал снова, уже вместе с остальными треками из альбома.
И, честно говоря, это все очень сильно меня впечатлило. Это очень близкая мне стилистика, и я сильно люблю такое олдскульное звучание. Это классно. И я хорошо помню, как мне сразу захотелось приступить к этому проекту. Одной из самых значимых и любимых наших работ, без сомнения, стал тизер на альбом «Хатори». Ян и его команда вложили в него очень много усилий. Очень качественно. Помню, как в тритменте я впервые увидел графику для клипа. Это было очень круто. То есть раньше в наших проектах еще не было такого масштаба. Особенно волновал момент с парящим драконом. Мне казалось, что Ян взял на себя слишком сложную задачу. Но когда он прислал нам эпизод на этапе прорисовки, все сомнения исчезли. Я понял, что результат, может, превзойдет даже ожидания. И итог нас сильно удивил. Это было что-то свежее для нашего творчества. Когда Ян прислал тритмент, мы прочитали его. Он, получается, в очках, и вот этот перелив оттенка красного у дракона очень классно выглядит. Это было что-то свежее для нашего творчества. Когда Ян прислал тритмент, мы прочитали его, посмотрели референсы и сразу поняли, мы едем в Мексику. Если кто-то знает, как зовут вот этого мужчину, который играл главного бандита, мексиканца, мне вот интересно, откуда он, потому что меня не покидала мысль, когда я смотрела этот тизер к альбому, не покидала мысль, что как будто бы я его где-то видела, может быть, в каких-то фильмах или же, не знаю, но очень знакомое лицо и голос. Не могу вспомнить почему-то. Ну, смешной мужичок. При создании сюжетной линии нам нужен был очень яркий, харизматичный и Он полностью безумный антагонист. Так как основным референсом к этому видео был сериал «Во все тяжкие», мы предложили Реймонда Круза, того самого Туко Саламанку. Когда я впервые увидел его на площадке, он, конечно, выглядел немного старше, нежели в сериале, но вот эта энергия, она никуда не делась. С ним было очень интересно общаться, он делился своими личными моментами, рассказывал о своей страсти. Он любит реставрировать ретро-автомобили. У него более 30 машин, показывал фотки своих работ. В общем, было очень приятно с ним познакомиться и поработать. Изначально я даже не знал, кто такой Реймонд Круз. Впервые я его увидел в тритменте. И тогда до конца не понимал, что у нас будет возможность поработать с легендарным актером, знакомым миллионам зрителей по роли Туко Саламанки. Его персонаж такой безумный и харизматичный наркобарон. Но вот в жизни Реймонд оказался очень приятным и открытым человеком. Теперь я поняла. Мы много общались, и он с искренним интересом вообще относился ко всем абсолютно на съемочной площадке.
Еще в день нашего знакомства у Азамата как раз был день рождения. Вечером мы всей командой сидели в ресторане, и Реймонд поднял бокал за Азамата. Получилось случайно, но вот очень душевно. So can we try one more time? Okay, 4 letters. Why most people keep... When I first heard about the project, they approached me about appearing in their video for their music. You know, I had no idea who this Miyagi or Inspiel was, and I looked at some of the videos that they had recorded, and I wanted to listen to their music, and I really liked it. You know, I didn't understand it. Like, I didn't understand what they were saying, because, you know, their language. But I really liked their music, and I liked how gritty and dark, the tone of it, and how they were presenting themselves. These guys were so badass, or like we say where I come from, they're badass. And that was why I agreed to take part in the shooting of this video, which was, when I read the script, was very Mad Max-like in its content, and you know, what they were like presenting, this idea of, you know, these gangsters, and then trying to like deal with this mysticism in the Mexican desert. I just thought it was beautiful, and I wanted to be a part of it. Так как я являюсь фанатом сериала «Во все тяжкие», когда мне сказали, что с Реймондом Крузом ведут переговоры, я не верил, что он согласится, но как оказалось, он познакомился с нашим творчеством, посмотрел наши клипы, и ему очень понравилось. Когда Реймонд вошел в кадр, началась настоящая магия. Наблюдать за игрой такого актера вживую — это непередаваемое ощущение. Он буквально по щелчку перевоплощался в злодея. Мы сидели рядом и просто смотрели, как человек живет в кадре. И в этот момент ты понимаешь, насколько сильно настоящий актер может держать внимание. Когда я вернулся во Владикавказ, первым делом сел смотреть «Во все тяжкие». И, конечно, только тогда до меня полностью дошло, с каким масштабным актером нам довелось работать. Working on set, it was really cold, and then it got really hot, and then it got cold again, because we were out in the desert, basically. There wasn't a lot of shade. I would basically take refuge in the back of a van, you know, try to find some shade to like shelter from the heat. Everybody was really great to work with. It was just a really nice feeling on set, you know, and it was easy. It wasn't very difficult. And collaborating with them, I didn't have a lot of interaction with them other than, you know, I chase after them in this car-to-car pursuit. But I was lucky because I was able to just talk with them in between shots. And these Russian rappers were the nicest guys, and that made it really, really fun to work on. I'll always remember this, and I really loved working with you guys. It was great. You guys are so sweet. You're the nicest people. Thank you. Thank you very much. Likewise. Yeah, thank you. Thank you. Bye. See you guys. Bye-bye. Почему анабиоз? Это очень долгий и тяжелый период жизни для всех нас, который заставил остановить каждого все процессы, в которых он участвовал, которые его интересовали. Пандемия и все, что за ней последовало, просто выключили привычную жизнь. Никто не знал, что будет дальше, как дальше двигаться, что делать. И анабиоз — это и есть вот это состояние, в котором пребывал каждый, и мы в том числе. Чтобы как-то абстрагироваться от этого всего, приходилось работать и не думать об этом, чтобы не сойти с ума, скорее всего.
потому что этот период явно сводил с ума многих. Сколько же дублей приходится делать для идеального кадра. Так интересно смотреть, как это все снималось. Как отрезал, и такой типа толкаешь, и он пошел. Мне очень нравится в этом альбоме вообще то, что, ну, конечно, я еще весь альбом не слушала, но тем не менее, в этом документальном фильме, или, как сказать, в тизере, да, вот эта цветопередача такая зеленым подтоном, очень, я не знаю, какую-то мрачность, таинственность придает и какую-то зловещесть тоже. Вот это ощущение меня не покидает. Но вообще интересно, я даже не знаю, мне кажется, очень даже отличается вот это их последнее творчество от предыдущего. Ты второй просто тык, и все. Он отпустит. Да. The go 1, 2, 40. Okay. Что? Палец. Yes. Ни за что. 32 Если go ты в неположенном месте No, pero ya Перейдешь puedes. дорогу. Валера, могу чикнуть тоже на камеру, нет? В кадре. 3D чуть-чуть дадим. Хоржики. No, okay. Okay. Анабиоз. Анабиоз. Esto es verdad. Анабиоз. Анабиос. Анабиоз. ¿Dónde está? Анабиос. Биоса. Был еще один интересный момент, который сильно запомнился во время работы над видео. Азамат решил перебить старую татуировку на спине и выбрал образ Кецалькоатля, ацтекского бога мудрости. Об этом почти никто не знал. И вот прямо во время одного из сеансов, пока ему набивали эту татуировку, Ян присылает тритмент. А Азамат открывает его и на первой же странице видит этот образ. Оказалось, что вся история клипа будет крутиться вокруг сосуда Кецалькоатля. Азамат сразу набрал мне, рассказал про это совпадение.
Потом спросил Яна, знал ли он про эту татуировку. Оказалось, он вообще был не в курсе. И после этого стало понятно, что мы обязаны снять этот клип. Такие совпадения просто так не случаются. Да. Такая интересная жизнь в Мексике на самом деле. Не знаю даже, хотела бы я там побывать или нет, но все же интересно смотреть на абсолютно другую жизнь в другом месте. Ну, люди там достаточно счастливые, улыбаются. Конечно, везде сложно жить, но все равно люди Самое сохраняют яркое позитив. воспоминание — это дорога из аэропорта. Вот пока мы ехали, я в голове прокручивал треки из альбома и смотрел на мексиканские локации за окном. Именно там у меня и произошел мгновенный матч. Будто альбом изначально писали под эти места, под этот ритм. Сомнений не было и раньше, но по дороге в отель я окончательно понял, Ян угадал наше настроение. Вот в Мексике наши треки и кадры просто срослись в одно. Как раз 23 минуты. Ам, ну, в принципе, мне нравится, то, что вот они показывают, как они снимали этот, можно ли сказать, тизер, как бы, да, к альбому. Со стороны интересно вообще смотреть, как это все создавалось, как они себя чувствовали, что думали, какой смысл вкладывали, какие еще дополнительные идеи, мысли были, и что они решили не воплощать или что переделать. Это действительно интересно смотреть. Я, конечно, не знаю полностью их творчество предыдущее, но мне кажется, то, что вот этот альбом и вот эти клипы в новом альбоме, то, что они достаточно сильно отличаются от предыдущего их творчества, я думаю. Но мне нравится, что мне такое порекомендовали. Так интересно это смотреть на самом деле, их мысли слушать, что они вообще думают. Но это интересно. В общем, пишите свои мысли, пожалуйста, в комментариях. Мне будет очень интересно с вами побеседовать, поговорить, о ваших любимых артистах. Вторую часть я чуть попозже сниму, наверное, через пару дней, и также отдельно потом выложу. И да, но я осталась в восторге. Мне очень нравится то, что ребята такие творческие и очень, ам, как сказать, ам, верны своему творчеству и, своим мечтам, и своим убеждениям, в их творчестве. То, что они придерживаются своего жанра и придерживаются своих, самоощущений в музыке. Это классно, потому что, чтобы оставаться, наверное, индивидуальными, нужно все таки прислушиваться к себе, а не то, что вот сейчас популярно, и, делать, собственно, то же самое, да. И я думаю, за это все их, слушатели их и ценят, и любят, и слушают, в общем, ну и поддерживают. Вот. Ну, я буду прощаться, и я хочу поблагодарить всех за просмотр. Всем большое-большое спасибо, что посмотрели и уделили время. И да, всем пока.